Привет, друзья! Сегодня большой дружной компанией мы собрались у меня за столом для того, чтобы приготовить настоящее грузинское блюдо чакапули. Сегодня у меня в гостях Сергей Акопов с Всем канала привет. Акопов и Андрей с канала Дымов. Привет, друзья. Сергей, мы к тебе как профессионалу. Ко мне? Научи. Я должен сегодня Да. приготовить. Сегодня мы приготовим, друзья, очень вкусное грузинское блюдо. Я считаю, вообще одно из вкуснейших И я блюд полностью Грузии. согласен. Это чакапули. Это у нас блюдо, которое готовится из барашка. И для этого нам понадобится, соответственно, сам барашек и много-много зелени. И обязательно должен присутствовать тархун. Но еще есть один нюанс в этом блюде, что здесь должен присутствовать ткемали. Такая ягода, типа алычи. Но поскольку его нету, кстати, это блюдо считается поэтому сезонным, потому что готовится именно тогда, когда появляется эта ягода. Весной. Да, но поскольку блюдо все-таки вкусное, хочется его кушать не только сезонно, а все время. Ну просто возьмем и используем ткемали. Готовый Вот, соус. да, грузинский, настоящий. И поверьте, я уже готовил так не один раз, вкус остается тот же самый. Отлично, я тебе полностью доверяю. Ну, приступим? Да. Ты нам с Андреем раздавай задание, что нам Я делать. уже попросил, мне на рынке мясо порубили. Как видите, мясо молодого барашка. Очень хорошее. Единственное, вот как ты думаешь, мясо мы помельче порежем или оставим большими кусками? Я бы чуть-чуть помельче порезал. Пополам. Да? Все, мясо порезали на вот такие вот кусочки. Мгм. Думаю, все будет так вкуснее. Вы не хотите сами тоже ничего поделать? Да, хотим. Вы Конечно. хотите просто постоять? Вот Давай нам смотри. задание. Давай тебе дам задание. Смотри. Приготовление этого блюда, вот мы используем обязательно тархун. Он дает здесь на самом деле основной вкус. Даже не столько от кемали, а сколько вот... Но Отделить от стебля. да, стебель не используется, только Мгм. листочки. Вот можешь заняться Давай, мне этим самое делом. сложное задание. Вот, да, очищай. Сейчас я тебе Тарелку. лоточек дам. Давай. Вот. А нам надо нарезать зелень. Аромат какой. Зелени Шикарный. должно быть много. Это и тархун, кинза, петрушка, укроп и зеленый лук. Потому что стебли не используются. Мгм. А почему стебель не используется? Ну, потому что может дать горечь, там все такое, как бы он не нужен. Это несъедобная часть. Зелень режем не мелко, вот это будет мелко, смотри. Надо, чтобы она не растворилась, вот так, Мгм. Вот О, так это вот. мне вообще нравится, это легко. крупно. Это как раз тот случай, когда зелень режут крупно. Обычно же мы ее всегда очень мелко рубим Ну на да. все блюда. Чтобы она не уварилась, надо покрупнее. Тут еще есть нюанс, главное не переборщить тархун. Иначе будет горчить. Иначе будет прям сильно приторный. Так ты говори, когда стоп. Так, я думаю, еще немножко. Если что, у нас есть лимоны, сахар. Мы приготовим тархун, Лимонад. чтобы ты попробовал его попить. И потом скажешь, нравится тебе он или нет. Может, немножко уже не по погоде лимонада пить. Да ладно. Почему? Ну, потому Послушай. что у меня есть другое предложение. Для лимонада Попробовать другого разве бывает лимонада. сезон? Как вы на это смотрите? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чтобы лучше дрова разгорались. Но если только чуть-чуть, я думаю, вот это будет достаточно. Отлично. Вот. На это количество зелени. Запах стоит обалденный. Потрясающий. Да. Его ни с чем не спутать. Это вот именно натуральный такой тархун. Не газировка такая вот с ароматизаторами ненатуральными, а вот такой легкий приятный аромат. Я думаю, тархун все-таки мы оставим на лето, этот рецепт. Но сейчас можно немножко, чтобы стало нам потеплее. За встречу, Давайте, друзья. за встречу. И за вас. Будьте здоровы. Так повеселее. В принципе, мы все сделали. Чеснок. Надо измельчить. Чеснок можно, да, немножко. Ну так, не мелко, а вот пополам Порубить. просто. Да, Мгм. пополам. Примерно так, как ты зелень рубил. Как тебе понравилось? Ну, все готово. Мгм. Теперь остается все уложить в казан. Есть какая-то последовательность? Или есть? Да, в первую очередь мы укладываем зелень. Зелень надо помешать. Все перемешалось, чтобы. Как уже стоит аромат от зелени. Мгм. Уже вкусно, да? И все, добавляем сюда зелень. Подушка из зелени получается. Подушку из зелени. Далее сверху укладываем мясо.
Теперь надо это все посолить. Тихон, у тебя рядом, я Соль. вижу, стоит соль. Хватит. Теперь чуть-чуть давай поперчим. Черный перец немножко и немножко красный перец. Сейчас закинем немножко чесночка. И сюда еще доливаем немного кемали. И далее делаем то же самое еще одним слоем. Загружаем сюда зелень. Получилась Хорошо. баранина под шубой, да? Да. Под сюда зелёной. Накладываем наше мясо. Его можно подсолить. Ну, немножко, в принципе, там соль это уже нормально насыпал. И сюда еще добавим кемали. Всыпаем сюда оставшийся чеснок. И сверху добавим еще зелень. Ну, какое же грузинское блюдо без грузинского вина? Наливай. И добавляем сюда, друзья, грамм 200 белого сухого вина. Ну и все дело отправляем. Все, просто ставим томиться, Да. разжигаем печь. Друзья, но прежде чем мы продолжим, хотели объявить вам, что проводим конкурс. У нас будет 3 победителя, которые получат 2, 3 и 5 тысяч рублей. И все, что для этого нужно, это быть подписанными на мой канал, на канал Сергея, перейти к нему и оставить любой комментарий под последним видео. Ну и, конечно же, мы хотим всем пожелать удачи. Участвуйте. А мы продолжаем готовить и ставим казан на огонь. Ну и, друзья, как начнет закипать, я думаю, будет вариться где-то часа полтора. Что, Сергей, не томи. Запах идет сумасшедший, поэтому мы уже понимаем, что чакапули готов. Это красота. Предлагаю Отправляться за Бежим, столу, к бежим столу. быстро пробовать. Сергей, это именно тот запах из Грузии, который я помню, когда мы проезжали по горным местностям. Я чувствую сейчас вообще себя в Грузии. У меня такое ощущение, что я уже сейчас где-то там в горах. Так, давайте, это надо уже пробовать. А я первый раз в жизни буду такое пробовать. И ты сразу перенесешься в Грузию. Да. Хоть ни разу и не был, но будешь Да. там, да? Ты чувствуешь, какой стоит аромат? Аромат Запах. вообще бомбезный. Я безумно хочу попробовать побыстрее этот бульончик. Даже не так мясо, да? Даже не так мясо. Мне очень нравится бульон. Но мясо тоже здесь, конечно, очень вкусное получается. Пробуй. Поскольку мы это блюдо уже пробовали, давай скажи свое мнение. Нет, Ну тут как? сказать нечего. Тут обязательно Похоже? нужно Да, То, пробовать. что было в похоже. Грузии. Это совершенно свой аромат. Это не похож бульон на какие-то классические бульоны, типа бульона из баранины, курицы, свинины и так далее. Здесь ярко присутствует такая кислинка от лычи, от тархуна, от белого вина. В то же время бульон достаточно жирный. Но, опять же, в зависимости от того, какой кусок вы возьмете, сегодня у нас была лопатка, там достаточно большое количество прожилок и жира, и коллагеновых, то есть это, можно сказать, еще и лечебный бульон. Я всегда и говорю, что, друзья, те, кто готовит вот такие блюда, как хашлама и чакапули, вот кто пьет этот бульончик, те 100 лет проживут. Это лечебный бульон, поэтому у нас, когда готовят, допустим, хашламу, или что, бульончик отдельно наливается в стаканчик, его выпиваешь, И сразу Не- хорошо. и сразу лет на 10 молодеешь. Лет 10 добавляешь Ну, себе как тебе здоровья. блюдо? Отличный. Отличный бульон. Скажи, что бульон вот несравнивый ни Вообще, с каким вот, блюдом, да, да? вкус непередаваемый. Первый раз я же пробую такое. Теперь нужно баранину Вот его попробовать. хочется есть и есть, этот бульон начинаешь кушать, его хочется еще и еще. Хочется застолье большое такое, чтобы и хачапури стояло, да? И пхали на Я сейчас столе. уверен, что тебе напишут, ну, друзья, ну где вино, где чача? Сергей за рулем, а мы из солидарности. Вот. Ну, в следующий раз обязательно. Да. Друзья, ну а я хотел бы напомнить, что у нас с Сергеем проходит конкурс. Не забывайте в нем участвовать, переходите к нему на канал и оставляйте комментарии. Ну, еще раз хочу всем пожелать удачи. Друзья, спасибо большое, что ты к нам приехал. Спасибо Спасибо. большое за помощь. Надеюсь, тебе понравилось. Спасибо, Сергей. Очень понравилось. Блюдо, правда, очень шикарное. Подписывайтесь на ребят, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте прожимать колокольчики, чтобы не пропускать новые интересные выпуски. Пока-пока, друзья. Всем Всем пока. пока.